anti-hero Moravagine wrote a 10,000-page manuscript called The End of the World. You later find out that the whole manuscript was written using only this one word, which he claims to be the only word in the Martian language. И это взято из книги, где антигерой Морафаджин написал целый трактат из 10 тысяч страниц о том, как устроен весь мир, и оказалось, что весь этот трактат написан одним и тем же длинным словом, которое создатель его сказал, что это единственное слово в марсианском языке, и оно варьируется от значений, которые вы выберете для этого слова. And Moravagine compiled a dictionary of the 200,000 meanings of this one word. So the idea was that if we were only able to print one word in over 8 pages, because of the limitations of the technique, it should be a word which means everything. И Морафаджин создала целый словарь значения этого слова марсианского, который состоял из 200 тысяч различных значений, поэтому ребята решили, что когда они это печатают, если это должно быть одно слово, это должно быть слово, которое значит все сразу. By this point in the magazine, I have started to realize what now seems like an obvious point, that even that you can never kind of describe a continuous present. So I thought the magazine, by making it section by section, would trace the process of its production. But I realized that this now, which I was trying to capture, is always just ahead of us, out of reach. И вот уже на данном этапе, на следующих страницах, он опять в редакторских вставках описывает то, что этот журнал отражает не только мысли автора, но и процесс развития этих мыслей и процесс создания самого журнала, что всегда должно было означать вот сейчас, а в результате только лишний раз отражает то, что настоящее сейчас и новое невозможно уловить. So I used the example of measurement that scientists, for example, now can measure 1 quintillionth of a second, but however refined your units of measurement, you never reach a 0 point of representation. And it's the same in language. You can never represent the world wholly in language. И тут также отражена научная позиция, потому что сейчас, например, ученые могут измерить 1 квинтиллионную долю секунды, но это все равно не приближает нас к истинному нулю, и также и слова не могут выразить истинного значения и содержания языка. This is an article by Robert Smithson, which I reprinted in this magazine. I came across it by chance just after I'd written this editorial, like literally 1 hour afterwards. By chance, what he describes, or what he talks about in this article, is exactly what I've just been struggling to articulate an hour earlier. И следующей страницей это перепечатка одной статьи, которая отражает как раз ту мысль. Эта статья была найдена Антоном случайно, через час после того, как он написал редакторское заключение, и она полностью отражает именно эту мысль о недостижимости абсолютных определений. So a point I'd like to emphasize is that the magazine was very much kind of made up as it went on, and that often it was just pure chance connections and coincidences that formed the content of the magazine. Еще раз хочу подчеркнуть, что журнал создавался именно во многом по принципу случайного подбора материала, в зависимости от сложившейся ситуации, просто какого-то случая и общего стечения обстоятельств. By the way that things repeated themselves throughout the magazine, I came to realize that time, at least to me, doesn't seem to unfold in a straight line, but seems to be made up of repetitions and recurrences. И, кстати, интересно отметить, что какие-то темы, они все время повторяются и повторяются.
на протяжении всего журнала, что говорит, что, по крайней мере, для Фила, как для создателя, время не разворачивается в единую линию из прошлого в будущее, а обращается само к себе, к предыдущим опытам. So here, for example, this initial illustration, Например, вступительная иллюстрация. the kind of this new spirit, which is now, Этот новый дух, который сейчас, is repeated here again in this now, and can be repeated to infinity and always kind of have the same meaning. он снова повторен в новом сейчас и мог бы быть повторен многократно, опять с ощущением этого нового сейчас. Бесконечно. These were some poems contributed by an English writer, a friend of mine. На этом развороте мы видим стихи, которые были написаны другом Фила, английским поэтом. This section here is printed on blue paper. Again, Раздел напечатан на синей бумаге. again, this is an external condition, kind of imposing itself on the design of the magazine, because I was offered this paper by a neighbour in England for free. So simply because of that, it's printed in blue. That arbitrary. И здесь мы тоже видим пример вмешательства внешних сил в производство журнала. Не было бумаги, и сосед в Англии предложил мне нужную пачку голубой бумаги, что и было использовано при печати. And this section notes for what was intended to become a thesis, but which I never finished, on translation between languages. И здесь содержание печати на этих голубых страницах – это незаконченная дипломная работа Фила, которую он так никогда и не оформил окончательный вариант. Это наброски. And the kind of deformations and distortions that occur in this translation. И он не закончил, в том числе потому, что требовался перевод, и также в этом переводе происходили какие-то изменения смыслов и трансформации. So, in a way, the content of these 16 pages is kind of being demonstrated right now in this sort of dialectic that's taking place between us two. Вот, и это также может иллюстрировать то, что сейчас происходит, когда происходит перевод лекций более трансформация текста и развитие. These 16 pages were printed at an offset lithography printer in Amsterdam. Again, I was out of money, so to make it possible, the production of the magazine still, I worked at the printer for a week, and in exchange they printed these 16 pages. Следующие 16 страниц были напечатаны офсетной печатью в Амстердаме, в издательстве. И опять же не было денег на эту печать, и для того, чтобы завершить работу над журналом, Фил проработал в этом издательстве целую неделю за то, что напечатали его следующие 16 страниц. So these kind of generous or coincidental sort of occurrences, again, this is really how the magazine was put together. There wasn't a master plan, it was kind of made up as I went along. Так что, как вы видите, не было никакого изначального плана по созданию этого журнала, но различные вмешательства необычных ситуаций и щедрых случайностей в результате образовало этот выпуск. And the final text I printed here in the magazine was called Many Meanings of Money.
in which the author puts forward the idea that currency is rather is simply trustworthy promises continually made and fulfilled. И завершающий текст в этом журнале – это статья, которая называется «Многие значения денег», и где автор пытается донести мысль о том, что все валюты – это только пустые обещания, они беспочвенные и не всегда выполняемые. And I was very much relying on these promises and offers and exchanges in making this magazine. I was relying on these promises and exchanges with other people to make the magazine. И Фил очень много основывался на вот этих каких-то неясных обещаниях и взаимообменах, и взаимоотношениях с другими людьми, и это то, как родился такой журнал. So after a period of, I guess, 8 months, I kind of put together these 140 pages, and the last thing to be made, of course, was the cover. И не прошло 8 месяцев, как все 140 страниц были готовы, и пришло время обложки. So for the cover, I wrote a text which kind of summarized everything that I've been thinking about over these past 8 months and this kind of these developments and changes in thinking. И для этой обложки Фил написал такой специальный текст, в котором он отражал все свои мысли по поводу работы над этим журналом и то, как изменялись его концепции в течение 8 месяцев. Kind of following the trajectory of the magazine, the text started on the inside back cover, onto the back cover, and ended back on the front cover, kind of where the magazine begins. So the magazine forms a kind of a spiral shape. И этот текст, он словно продолжает журнал, начинается на внутренней странице задней обложки, продолжается на внешней и заканчивается на внешней странице в лицевой обложке. То есть, собственно, с конца начинается этот журнал, формируя таким образом некую спиралевидную форму. And the very last thing of the magazine is the statement on the spine, which I'd like to read now. It says, I'll leave the long speech I once promised you on the power of words, for I have several pressing things to do. We all got up, for there are several pressing things for each one of us to do. There were many things to be done towards the business of living. И я не буду долго говорить, я как-то пообещал вам силу слов, а теперь у меня слишком много очень важных дел, которые нужно сделать. И у нас у всех есть много очень важных и неотложных дел, которые каждый из нас должен сделать. Слишком много вещей должны быть сделаны для того, чтобы жизнь продолжалась. And if there's any questions, then feel free to ask. Интересно, какой тираж был у этой журнала? Один экземпляр. 200 экземпляров. Так что большая работа. Какой отдел был? The aim, actually, I was in my final year at college, and was kind of, there was this material which I wanted to put out in the world, but I realized that much of what is made in art school kind of stays in that context. Фил заканчивал школу искусств, и ему нужно было подготовить работу на окончание, но ему очень хотелось выразить некоторые свои мысли, уже сформировавшиеся за время обучения. И тут его посетила идея, что все, что делается только для школы и внутри нее, так не остается, не выплеснувшись в мир, не реализованным. And simply by calling it a magazine, it implied that whatever I made would be distributed outside the art school
and this was kind of a provocation or a challenge to myself to make something that would stand up for itself outside art school. И этот объект был назван журналом, что сразу предполагало то, что он должен был быть распространяться за пределами школы, и явилась своеобразной провокацией Филу, как создателю его, и чтобы в результате этот выплеск за пределы школы случился. And also calling it a magazine implied that it would be the first in a series, and that for however long I continue this, in say 10 years, I'll still have to kind of stand by this whatever I made. So it kind of implied a kind of a seriousness that I was kind of looking for, or a kind of А также журнал самим своим словом предполагает некоторую периодичность, так что если на протяжении ближайших 10 лет я буду раз в год выпускать по следующему выпуску, у меня все время будет стартовая точка, некий ориентир, на который я буду равняться. And I guess I would now be accountable to the outside world and also to the literary world, which again felt important rather than just being sort of judged or made, or it meant that whatever I made had to stand up in reality. И также это означает ответственность Фила перед литературным миром и тем, что он печатает, и его некий вызов реальности, то, что он должен принять этот вызов и выдержать его. А кто будет получать эти? Ну, то есть есть 200 экземпляров, кто их получит, то есть, ну, как бы, как это распространяется? It's distributed through bookshops, and actually mainly, or about 50-50 through bookshops and 50% directly through myself. Этот журнал распространяется через книжные магазины, примерно 50% через магазины, а 50% Фил сам распространяет. О чем будет следующий выпуск? Yeah, I'm working on the next issue at the moment, and as I said earlier, like I'm much more taken by the idea of making a magazine which has really a standpoint and quite a strong position, rather than making a kind of culture magazine or something, just a vague magazine. I really wanted to have to stand for something. И Фил хочет, чтобы его журнал он отражал какую-то позицию, очень довольно жесткую концепцию, он был не просто неким журналом, еще одним о культуре, общем, бессмысленным, а выражал его позицию. Спасибо всем.